Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый бразильский торт Деспасито. Готовится он очень просто, получается мега шоколадный с кофейной ноткой. Сначала приготовим корж. Здесь 125 грамм муки, 25 грамм какао, 3 грамма разрыхлителя, это 1 чайная ложка такой с легкой горкой, половина чайной ложки без горки соды, щепотка соли. Все это сейчас перемешиваем до однородности и отставляем пока в сторону. Здесь 2 яйца по 50 грамм весом без скорлупы, 8 грамм ванильного сахара, 140 грамм сахара. И перемешиваем все это просто до однородной массы. Даже миксер здесь я не использую. 150 миллилитров молока комнатной температуры, 35 грамм подсолнечного масла без запаха. Все это сейчас перемешали до однородности и просеиваем туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Все это перемешиваю, чтобы не было комочков. И форму я уже заранее подготовила. Вот такое достаточно жидкое тесто должно получиться. Переливаю все это в форму. Форма 20 сантиметров в диаметре. И ставлю выпекаться примерно на 35-40 минут. Убираю сейчас в духовку. Корж испекся. Даю ему полностью остыть сейчас. Здесь 100 мл молока, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка кофе и 1 чайная ложка какао-порошка. Я все это вскипятила, довела до кипения, сняла с огня. Сейчас процеживаю, и у меня получилась пропитка для коржа. Корж остыл. Я могу дотрагиваться уже до формы. Вырезаю сразу же его из формы. И сейчас буду пропитывать. Тортик этот делается очень быстро. Корж очень такой влажный, сочный получается. Я срезала с него шапочку. Вы можете не срезать, вы можете вместе с шапочкой его использовать. Но для ровности я его срезала. Обильно накалываю шпажкой этот корж. Можно вилкой накалывать. И сейчас выливаю туда всю пропитку, вот так просто сверху. Корж будет в торте очень влажным, очень шоколадным, с легкой кофейной ноткой. И убираю сейчас просто охладиться. Здесь я довела до кипения 200 мл сливок, 30% жирности. Добавляю туда 100 грамм шоколада, 60% какао и 50 грамм шоколада, 40% какао, либо ниже. Все это перемешала и отставила просто в сторону. Здесь 300 мл очень хорошо охлажденных сливок. Добавляю туда всю шоколадную смесь. Очень хорошо сейчас все это перемешиваю. И ставлю в холодильник где-то на полчаса. Смесь уже сейчас холодная. Прошло полчаса, добавляю туда пакетик ванильного сахара, 8 грамм, и начинаю взбивать. И взбиваю уже до вот такой устойчивой массы. Крем готов, или шоколадный мусс, как хотите его называйте здесь. Можно меньше в 2 раза использовать, здесь просто много. Вкус, как у очень хорошего шоколадного мороженого, получается вот у этого мусса. То есть это десерт, это торт для любителей шоколада. Вот все супер шоколадное. Выравниваем крем сейчас. Здесь я растопила 30 грамм темного шоколада. Добавляю туда пару капель растительного масла без запаха. Все это перемешала. Переложила в кондитерский мешок и отсаживаю вот такие вот полосы. Так по традиции украшается этот торт Деспасито. И шпажкой делаю вот такие волны. Сначала в одну сторону, потом в другую. И в принципе торт уже украшен. И сейчас часа на 3 я уберу его в холодильник. Сейчас перед тем, как убрать в холодильник, ножом я вот так вот отделяю от ацетатной пленки сам мусс
потому что потом будет очень трудно снимать. Прошло 3 часа, удаляю ацетатную пленку, слегка выравниваю вот так ножом. Мусс очень хорошо этот выравнивается, и уже можно нарезать. Очень влажный корж, очень шоколадный, мусс сверху. Это просто мечта всех любителей шоколада, этот тортик. Готовится совсем несложно, с ним справится даже новичок с этим тортом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.